Я здесь общаюсь с многими иммигрантами, бываю у некоторых в офисах, в кабинетах, у адвокатов. Я вижу, значит, я зашел, меня, кстати, любят некоторые вот подписчики поздравлять там со всякими поповскими праздниками, я вот еле сдерживаюсь, чтобы какие-то ответы дать, да. Ну, отвечайте, что, значит, шалом, и вам тоже шалом, да. Да. Я вижу, значит, что там, рисованные доски в кабинетах, я вижу те же самые там вот эти вот пилотки в виде женских гениталий. То есть на кой черт было переезжать в другую страну, чтобы в этом же маразме и купаться, да. Да, вот зачем? Они как бы уехали, их вроде бы притесняли, им там было плохо. Те же самые вот мусульманки, которые бежали, или мусульмане, да, с Ирана, с Саудовской Аравии, кто-то с отрезанными ушами, носами приезжал за какое-то там вождение автомобиля, или был пород за вождение автомобиля, да. Вот они приезжают, и опять же вот эти вот все ленточки, вот эти вот все рисованные доски, эти все хиджабы. Значит, мало их резали. Значит, мало их зачем там вот резали эти в Иране. кандалы с собой тащат вот эти вот сюда? Да. Ну, видите, глупость человеческая, она неизмерима. И если по поводу, так сказать, бесконечности космоса есть сомнения, да, бесконечности Вселенной, вернее, то по поводу бесконечности человеческой глупости точно, она бесконечна. И они же не просто так уехали, у них не сложилось там, значит, возможно, у них не сложится и в другом месте. И это то, о чем я говорил в начале, что им нужно было разбираться с собой, понимаете, со своей жизнью и прежде всего, а потом уже с государством и с системой. Это вот первое, второе и третье. Но я повторяю, что да, вот такие есть замечательно, а есть вот такие, что вы описали, которые тащат все самые дебильные черты своих регионов, именно эти дебильные черты, именно эта архаика их и сделала такими отсталыми, из-за чего надо бежать на Запад, в Европу, в Америку, но они приезжают туда и тащат с собой все то, что сделало отсталыми их регионы, сами эти регионы. Вот здесь настолько очевидно, чего ломиться в открытую дверь, здесь все очевидно, да? Поэтому это можно только презирать, высмеивать. И нужно это презирать и высмеивать, и как можно больше. Я думаю, что вообще карикатура – это святое дело. Это зрелость, и юмор, и свобода интеллекта. Кому не нравится карикатура, пусть, так сказать, уматывают обратно в дикие регионы. И то же самое, если кто-то из совка приехал, тащит с собой совок, а очень многие тащат. Сколько мы видим на разные псевдопраздники, в Европе, в США бегают очумелые наши беглецы, хамят приличным. Вот люди, у них своя жизнь, они живут, наслаждаются жизнью, что-то производят, создают. А вот эта шваль из строя, который не производил даже туалетной бумаги, да, вот, и где были ГУЛАГ и карательная психиатрия, вот все символы и бредни, и псевдопраздники этой системы тащат в новую свою, значит, в новое, так сказать, государство, которое их принимает как гостей, и они там начинают наводить свои порядки, хамить немцам, англичанам, французам и так далее, и так далее. Вот эту шваль надо останавливать и моментально запрещать им все эти, так сказать, потуги и прогулки. Хотите это праздновать, живите с Путиным, лежите ему тапочки, значит, лежите там тапочки, значит, могилки Сталина, Шойгу и так далее, и так далее. Вот все. Все очень просто, я считаю.